В пещере археологи обнаружили человеческий череп в скале, который способен изменить нашу историю. Однако с исследователем случилась неприятная ситуация. Чем накачивали детей древних инков во время жертвоприношения? И почему книги англосаксонской Англии такие ценные? Корабль, который смог удивить. Об этих находках и не только смотрите в этом видео. Привет, друг, ты на канале Киртоп. Бронзовая плита в форме руки. Начнем с находки, обнаруженной в теплой Испании. Археологи начали раскопки холма, на котором до сих пор стоят стены средневекового замка. Рядом с укреплением они обнаружили останки 2000-летнего поселения. В этом месте проходили сертарианские войны, и в прошлом году на месте разрушения археологи обнаружили уникальную бронзовую плиту в форме руки. И размеры плиты были схожи с ладонью человека – 14,5 см. Проведя исследования в лаборатории, ученые рассмотрели странные надписи, разделенные по 4 линиям. Всего символов было 40. Когда бронзовую плиту только обнаружили, то ее приняли за часть шлема. Вначале не было видно ни орнаментов, ни символов. После детального анализа ученые выяснили состав пластины. Это 53% олова, 41% меди и 2% свинца, что для тех времен считалось нормой. В металлической руке была просверлена небольшая выемка для подвешивания на входную дверь дома в качестве оберега. Первым словом было «сорионеку», которое легко переводится на современное бакское слово «зорионеко», означающее «удача» или «доброе предзнаменование». Остальная часть надписи пока не расшифрована. Этот, казалось бы, примитивный артефакт на самом деле можно отнести к важному археологическому и лингвистическому открытию. Ученые уверены, что на бакском языке люди говорили более 2000 лет назад. Если эта находка вас не удивила, то следующая вас точно поразит. Наркотики во время жертвоприношения. Южная Америка по интересу к древнему миру не уступает даже Египту. Древние народы, проживающие здесь, творили поистине ужасающие вещи. На этот раз жуткое доказательство обнаружили ученые из США, Перу и Польши. Проведя массу исследований, чтобы точно удостовериться в своих догадках, они определили, что древние инки перед жертвоприношениями накачивали детей наркотиками. Таким образом, они успокаивали их перед ритуалом, за которым наблюдали сотни и тысячи людей. И, скорее всего, за этим наблюдали родители детей. В районе вулкана Ампато в Перу археологи обнаружили останки 2 детей, и на основании их волос и ногтей ученые нашли небольшое количество кокаина и галлюциногена аяуаски, который очень развит в этом регионе и в наши дни. При этом они уверены, что 500 лет назад инки использовали аяуаску не в качестве галлюциногена, а для успокоения детей. Ученые считают, что дети прекрасно понимали, что их ждет в ближайшее время, и добровольно они бы не согласились на жертвоприношение. Для этого шаманы за несколько недель давали им наркотики, постоянно увеличивая дозировку. Это подтверждают испанские колонизаторы, которые были свидетелями этого жуткого ритуала. Они писали, что видели, как людей приводили на обряд жертвоприношения, и они вели себя совершенно спокойно, будто готовились к этому всю свою жизнь. Ритуал Капакоча был обычной практикой у древних инков, вот только проводился он по особым случаям. Особым случаем считалась победа в битве или рождение королевского сына. То, что сейчас кажется чем-то невероятным, буквально 500-600 лет назад считалось обычным делом. Чтобы немного снять напряжение, я расскажу про одно из древнейших торговых поселений в Омане. Древнейшее торговое поселение. На западном побережье Аравийского полуострова в Дахве расположен комплекс из 5 памятников раннего бронзового века. Археологи на протяжении 10 лет проводят здесь раскопки, и за это время им удалось обнаружить массу ценных и интересных находок. Некоторые из них подтверждают, что на этом месте находилось древнее торговое поселение, а по ряду анализов оно является древнейшим в мире. Археологические находки включают в себя планы этажей зданий, промышленную инфраструктуру и серебряные украшения, которые хранят новые истории древней торговли. Поселение относится ко времени Ум-аль-Нар, период расцвета которого примерно с 2600 по 2000 год до нашей эры. Археологи раскопали каменные здания Дахвы, в том числе склады, промышленный центр обработки меди, административные офисы и религиозные дома. Все сооружения являются первыми в своем роде с доисторических времен, найденными в Омане. Рядом исследователи обнаружили массовое захоронение. С останками нашли множество местной и импортной
антикварной керамики, мыльный камень и ювелирные изделия. Для производства ювелирных изделий серебро доставляли с территории современной Турции. Это доказывает, что люди в бронзовом веке были очень умными и технологически развитыми. Более 4000 лет назад на нашей планете существовали поселения, ничем не уступающие современным государствам. Уже тогда люди думали на сотни лет вперед, возводя сооружения и выстраивая логистические цепочки. А немного ближе к нашему времени в Древнем Египте людям ставили клеймо. Как клеймили людей? Сейчас уже никого не удивишь татуировкой на теле, и многие татуировки выглядят как настоящее произведение искусства, хотя и отношение к ним у всех абсолютно разное. Даже животным в наши дни ставят клеймо, что говорит об их принадлежности. А вот в Древнем Египте татуировку делали людям совсем не ради красоты. Долгое время гуманные исследователи хотели верить, что в древности клеймили только крупный рогатый скот. Верить в то, что людям ставили клеймо, чтобы указать на их принадлежность определенному рабовладельцу, историки верить отказывались. Уж слишком по-животному это звучит. Вот только экспонат в Британском музее указывает на то, что в Древнем Египте все же клеймили людей без их согласия. Древние клеймы, расположенные в музее, слишком маленькие для крупного рогатого скота, а клеймить мелких животных нет никакого смысла. И как показывает история, люди для этого подходили идеально. В древних текстах были упоминания о том, что в Египте клеймили рабов и военнопленных. Например, на резьбе Мединет Абу, датирующей 1185 годом до нашей эры, найденной в Луксоре, ученые рассмотрели раскаленные небольшие печати, переносили их в портативном обогревателе. Не стоило переживать гражданам Египта, как правило, им ничего не угрожало. А вот рабы и солдаты-иностранцы в обязательном порядке получали клеймо раскаленной печатью. Рабовладельческая практика в Древнем Египте была схожа с крепостничеством, когда землю продавали вместе с крестьянами. Земля, которая стабильно приносит урожай, продавалась вместе с людьми, которые ее и обрабатывали. И жили люди с этим постыдным клеймом всю свою жизнь. Череп человека из Петролонской пещеры. Уникальная находка человеческого черепа, сделанная в середине прошлого века, многими уже позабыта. А ведь ее обнаружение может значительно пошатнуть историю происхождения человека. А может, это снова та самая находка, на которую историки пытаются закрыть глаза, чтобы не переписывать нашу историю. Интересный случай произошел в 1959 году в Греции, где группа энтузиастов обнаружила пещеру в районе села Петролона. Кроме древних сталактитов, в пещере нашли много интересных находок, подтверждающих присутствие здесь человека. Это остатки древней древесины, шерсть вымерших животных и орудия труда. Вот только одна находка выглядела довольно жутко и была нестандартной. Самой главной находкой в пещере был череп, вмурованный в скалу. Такая находка должна была стать достоянием общественности. Однако в эту историю вмешался Арис Пулианос. В свое время он разбирал тему происхождения греков. Для многих его труды вызывали споры, и историки отвергали его доказательства. Как только доктор узнал о петроланском человеке, так назвали череп, вмурованный в скалу, он сразу же отправился его изучать. Проведя анализ объекта, удалось доказать, что этот индивид действительно развивался отдельно в Европе, и его родственники не были выходцами из Африки. Многие ученые сразу же оспорили мнение Ариса Пулианоса, заявив, что черепу около 60, а не 750 тысяч лет, как заявляет доктор. Однако есть один нюанс. Ученые провели стратиграфический анализ пещеры и отложений, а также еще двух скелетов, найденных позднее, и речь действительно идет о цифре около 700 тысяч лет. Исследователи, которые работали над изучением черепа, подтвердили, что он отличается от неандертальцев и гомо сапиенс, а это противоречит африканской теории происхождения человека. В своде Петролонской пещеры было большое отверстие, куда на протяжении многих лет падали различные животные. На этом месте обнаружили огромную гору костей и признаки 20 культурных слоев. В 2012 году на доктора произошло нападение и его избили. Ему пригрозили смертью, если он продолжит публично рассказывать о своих исследованиях. И если все это правда, то есть мнение, что все мы пошли не от одного вида. Возможно, мы отличаемся по цвету кожи и разрезу глаз не из-за эволюции, а из-за нашего происхождения. Пожалуй, не буду говорить лишнего на эту тему, лучше расскажу про следующую находку. Тайник с серебром викингов.
К северу от Стокгольма археологи обнаружили находку, которая бывает раз в жизни. В муниципалитете Тебби, в одном из домов, расположенном в месте древнего поселения викингов, исследователи откопали керамический горшок с древними украшениями и серебряными монетами. Внутри лежали 8 шейных колец, 2 наручных кольца, перстень на палец, пара жемчужин и 12 подвесок в виде монет в льняном мешочке. Больше всего ученых заинтересовали шейные кольца викингов, которые носили как женщины, так и мужчины. Им было около 1000 лет, но сохранность шокировала археологов. Они выглядели практически как новые, при том, что 1000 лет лежали под землей. Эта находка является частью более крупной находки на этом месте. Тут идентифицировали более 20 домов и построек, стрелы и кольца для амулетов. Однако эти находки меркнут на фоне горшка с серебряными украшениями. Серебряные клады очень важны, они говорят о богатстве их владельца, о древних ювелирных мастерах, об их религии и культуре. Кроме украшений в горшке были обнаружены арабские и нормандские монеты. С серебряными украшениями все понятно. Неясно, почему викинги воровали англосаксонские книги. Неужели они так любили читать? Книги англосаксонской Англии. Нам не раз приходилось слышать о темных веках. Однако англосаксонская Англия была не такой, как нам рассказывают. Их книги считаются ценным достоянием. Первые печатные книги появятся лишь спустя пару столетий, а потому производство каждой новой книги требовало огромных усилий. Над каждой книгой работала группа мастеров и писцов. Производство новой книги требовало огромного количества труда и времени, поэтому литература темных веков стала символом власти и богатства. Англосаксонские книги высоко ценились захватчиками-викингами. Прочитать это вы можете в знаменитом Кодекс Ауреус, одной из самых роскошных сохранившихся евангельских книг англосаксонской эпохи. В сохранившемся тексте кодекса упоминается, что знатная саксонская семья выкупила его у великой языческой армии в середине 9 века. Некоторые страницы в книге окрашены в фиолетовый цвет. В англосаксонские времена изготовление пурпурной краски требовало кропотливого процесса, который включал получение чернил из морских слизней. Также весьма вероятно, что рукопись изначально имела золотую, украшенную драгоценностями обложку. Таким образом, вы начинаете понимать, какие кропотливые усилия были вложены в создание книги, почему она так привлекательна для викингов и почему саксонская знать предположительно заплатила огромную сумму, чтобы ее выкупить. Поскольку книги стали символом богатства и власти, правители тех времен возили книги с собой даже на войны, а позже книги начали дарить и использовать в качестве обмена на другие книги или украшения. Книга была идеальным подарком во время дипломатических актов. Жаль только одно: книги хоть и ценились в те времена, однако не из-за смысла, который несла она, а из-за трудности производства и дороговизны. Корабль, который смог удивить. Иногда силы природы будто смеются над нами, подкидывая нам новые находки, которые задают очень много вопросов. Хорошо, когда археологи что-то найдут, и это сразу объясняет тот или иной момент в нашей истории. Хорошо, когда находят останки древних животных, которых не хватало в эволюционной цепи. Но гораздо хуже, когда удается найти нечто, что не поддается никакой логике. А когда ученые устанавливают возраст объекта, это ломает всю историю. Подобная история произошла после таяния ледников. Пару лет назад в Нарьян-Маре, России, таяние ледников обнажило необычный грунт, состоящий из перегноя и чернозема. Исследователи заявили, что в этом месте находилось русло реки. Посередине этого плодородного слоя нашли судно. Это была лодка или небольшой корабль длиной около 10 метров. Деревянные части корабля были соединены металлическими гвоздями. И вроде бы ничего необычного. Вот только судоходная эта река была примерно 20 тысяч лет назад, а после мерзлота покрыла эту местность, и только сейчас лед растаял. Предварительный возраст гвоздей 6 тысяч лет. А как же тогда корабль оказался здесь 20 тысяч лет назад? Где он был построен? Как его сюда доставили? Кому он принадлежал? Почему кроме корабля больше ничего не было обнаружено рядом? Я же говорил, что вопросов будет больше, чем ответов. Если верить альтернативной истории, то во времена кроманьонцев уже существовала цивилизация, которая вполне спокойно могла производить металлические изделия. В соответствии с легендами некоторых северных народов, здесь когда-то обитал полумифический народ металлургов, умевший строить печи, плавить различные металлы и соединять их друг с другом. Звучит это как сказка, однако мы знаем, что каждая ложь и вымысел скрывает хоть чуточку правды. Пока мы ждем новых находок археологов, которые помогут нам объяснить происхождение старых, я вам расскажу историю про уникального человека. Человек, который весил меньше 20 килограмм.
Фрик-шоу в 19 веке были очень популярны. Туда брали самых необычных и порой даже странных людей. К сожалению, почти все туда попадали от безысходности. Обычно таким людям сложно найти работу, обзавестись друзьями и тем более семьей. А деньги в подобных шоу платили хорошие. Но герой нашего видео даже и не думал пойти туда работать, если бы не жуткая болезнь. Исаак Спрэг после тяжело перенесенной болезни стал практически ходячим скелетом. При росте 186 сантиметров он весил меньше 20 килограмм. Однако, чтобы прокормить свою семью, он выступал во фрик-шоу на ярмарках. Знаменитый антрепренер Тейлор Барнум собрал уникальную труппу тех времен. У него был человек-собака, сиамские близнецы и живой скелет Исаак Спрэг. Парень родился в нормальной здоровой семье и до 12 лет ничего не предвещало беды. У него был прекрасный аппетит и хорошее питание, но в какой-то момент он начал катастрофически терять вес. Он продолжал помогать своему отцу на работе, вот только сил становилось все меньше. Врачи не могли объяснить причину резкого снижения веса. По окончанию подросткового возраста он потерял своих родителей, работать физически не мог, для этого ему приходилось искать нестандартные подработки. Однажды на ярмарке его случайно заметил Тейлор Барнум и предложил работать у себя. Он зарабатывал $80 в неделю, что по меркам нашего времени примерно $1400. После 3 лет работы на Барнума он решил сделать перерыв в карьере и в это время познакомился со своей будущей женой. Тамара Мур родила ему 3 детей, которые выросли нормального размера и не имели проблем со здоровьем. Семью нужно было кормить, и Спрэгу пришлось снова вернуться во фрик-шоу. Он ненавидел свою работу, здоровье ухудшалось. Какое-то время он носил с собой флягу с молоком, чтобы восполнять энергию. От полного бессилия он засыпал на ходу. В какой-то момент ему все же поставили диагноз – агрессивная мышечная атрофия, болезнь, из-за которой истощалась мышечная ткань. Когда он понял, что жить ему осталось недолго, он подписал контракт с одним университетом, что после смерти его тело вскроют и изучат, после чего на его тело смогут посмотреть в музее. За так называемую услугу ему должны были дать $1000. Однако точно неизвестно, получилось ли у него провести эту сделку и каким образом он ушел на тот свет. В конце видео по традиции хочу вас попросить поставить жирный палец вверх и написать добрый комментарий. Спасибо за ваши просмотры, всем пока!